Всем привет, меня зовут Алексей, это история о моем СОКО. У меня его угнали у меня его 7 числа, угнали у подъезда, то есть я, как обычно, с работы приехал, его поставил, прицепил тросом, накрыл чехлом, ну и пошел по своим делам домой. Утром выхожу на работу в 7:15, его нет, соответственно, я на панике, трос перекушен, трос остался на месте. Тут же позвонил 112, сотрудники сказали: приезжай, будем оформлять. Приехал в отделение, меня встретил, написал заявление, оперативник его принял. Поехали с дознавателями на место преступления, то есть где его похитили. Там они все посмотрели, там дорожные следы какие-то посмотрели, трос забрали, оформили как вещественное доказательство. В общем, вернулся я обратно в этот отдел, где мне сказали условно ждать, то есть от меня больше ничего не требуется. Пошел я уже домой, и тут дежурная часть сдавала это заявление, мне должны выдать талон были, что зафиксировали, приняли мое заявление. И в этот момент мне сотрудник дежурной части сказал то, что нашли похоже, показал мне фотографию, я увидел, офигел, потому что он стоял, фотографию возил на помойке, где контейнера вот эти мусорные. Взял такси, поехал туда, пришел и обалдел, конечно. Его раздолбали очень сильно, стоит аккуратненько возле помойки. Нашел его, оказывается, дворник в 8 утра. Позвонил участковому. Участковый сообщил в отдел. Вот, собственно, таким образом я его и вернул назад. Звонил в милицию, говорю: так и так, что мне делать? У него большие повреждения, то есть он не на ходу. Он мне сказал ждать, ждал я в районе 3 часов, приехали сотрудники, сфотографировали, причем на таких эмоциях, что все целое, все нормально, это же всего лишь электрика. Я им объясняю, это не бензиновый мотоцикл, это электромотоцикл. И те, кто его угоняли, я так подозреваю, что они думали, что бензиновый, и хотели соединить проводки, потому что они все их оголили и между собой их пытались соединить. И когда у них не получилось, они его бросили. Так, сейчас хочу вам показать повреждения, которые получили. Самое главное, обнаружил я его на мусорке, то есть у людей нет никакого уважения абсолютно к электротранспорту. Попытались угнать вот таким образом. Я так понимаю, что это люди, которые не соображают. Они пытались проводки, все зашкурили, пытались соединить между собой. То есть с кнопки запуска на поворотнике. Я пришел, было вот так вот, провода все были скручены. Вырвали самым вандальным все образом. Даже автомат, смотрите, он болтается весь, вырвали. Личинку, тоже остается загадка, почему они это сделали. Расковыряли прям в усмерть ее. Пластик, естественно, весь расхерачили, оторвали все. По креплению еще пока даже не знаю, жив или не жив. Зеркало, естественно, разбили. Да, еще, кстати, такой интересный факт, то есть он был в мусорке, прям в контейнере лежал. Как они его умудрились сюда запихнуть, то есть большой-большой контейнер. Как они это сделали, я не знаю. Что касается пластика, вот кнопка управления. Они ее вырвали, отверткой ковыряли, что-то хотели, видимо, сделать. Соответственно, крышечку вот эту, я ее называю крышка бензобака, оторвали. Это металл, вот эти крепления, они их просто вырвали, срез, даже обломок. Все это сломали, релюшку тоже оторвали, ковыряли, грызли ее, наверное. И больше пока таких сильных видимых повреждений нет, но и этих тоже хватает. Так, и в завершение, что бы хотел порекомендовать. Если у вас вдруг случилась такая же беда, вы пришли к мотоциклу, его нет, первым делом вокруг все сфотографируйте обязательно, посмотрите на предмет камер, близлежащие дома, магазины и прочее. Тут же звоните 112, езжайте туда, пишите заявление. Настаивайте на том, чтобы они обязательно все это фиксировали. Если обязательно после подачи заявления походите вокруг района, потому что, может быть, случай будет, как у меня, люди не знающие попытаются завести, не смогут и где-то бросят. То есть, может быть, он где-то рядом и находится на самом деле. Я например, обнаружил 100 метров от дома. То есть, буквально через дом, и там уже его нашел. Значит, пишите заявление, обязательно поставьте на него трекер, потому что если угнали, сможете найти. Да, дорогое удовольствие, но оно того стоит. Обязательно трос либо очень толстый, либо цепь какую-нибудь, чехол обязательно. И такой еще момент, у меня есть там 2 подозреваемых, которые меня очень сильно и долго расспрашивали. И когда я им рассказывал, что там ни штрафов, на учет ставить не надо, ничего не нужно, это очень сильно привлекает злоумышленников. Потому что они думают, что вещь дорогая, можно ее без всяких последствий взять и потом скинуть. И, естественно, мониторить объявление на Авито, если его не нашли. По продаже, может быть, вы свой узнаете. Например, по спидометру, можно будет определить, что это ваше.
Ну, у меня, в принципе, все. Тогда всем хорошего дня, и пускай вас никогда не коснется такая беда.